Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы с вами будем исследовать интересную очень тему. Я вот, конечно, когда готовилась, сейчас вот стояла, сидела, думаю, как бы вот не обосрать и срач не устраивать, и в то же время пользу вам дать, и с другой стороны как-то честной быть, постараться быть честной. Очень интересная штука сейчас происходит. Приходят ко мне люди, и к моим коллегам, кстати, тоже, с таким состоянием, которое я бы назвала, и мы так между собой называем, невроз Блиновской. Вот с этим вот состоянием, что там как-то все розово, зефирно, прекрасно, солнечно, а у меня здесь просто какое-то говнище в жизни происходит, понимаете? Вот с этим комплексом неполноценности. Если я не фея, если у меня, значит, вот так все по волшебной палочке не получается, значит, я какая-то не такая, какая-то неправильная, неудачница, лохушка, например. Да? То есть вот этот вот момент очень сильно присутствует. Люди невротизируются, появляется какой-то комплекс неполноценности. Давайте разберемся вот с этим феноменом. На самом деле, конечно же, у нее тоже есть сильнейшая невротическая структура. Я вам уже в своих видео про невроз говорила, что невроз – это вообще двигатель прогресса. Вообще у нас не было бы, наверное, никаких достижений, не будь у нас в жизни невротиков. То есть невротики – это реально те люди, которые двигают мир, потому что они испытывают жуткий дискомфорт, вот этот внутренний конфликт внутри себя, и им нужно что-то делать, доказывать, стремиться, да? Потому что невроз – это, вы знаете, да, 10 основных невротических потребностей. Как-то с вами поговорим на эту тему про невротические потребности, или посмотрите, уже есть. Вот, поэтому у нее, конечно, невротическая структура личности. Но у этой невротической структуры личности там еще есть мощнейшее, грандиозное «я». И вот это грандиозное «я», по сути, оно вирусит людей с не очень устойчивой психикой, да? И вот с этим грандиозным «я» давайте разберемся, с этим грандиозным «я». Как это выглядит? Во-первых, конечно же, Инстаграм – это засилье в основном розовых жоп. Я вам с вами об этом уже говорила, когда мы Веронику Степанову обсуждали. Да? Мы с вами обсуждали, там, я делила брендирование, розовая жопа, дичь, своя в доску, а что там еще? Польза, да? Вот. И с одной стороны, конечно же, Блиновская в этом тренде Инстаграма, она такая серьезная, такая альфа-розовая жопа, у нее все всегда хорошо. И в чем проявляется вот это грандиозное эго? У нее, я была подписана одно время на Инстаграм, пока мне муж сказал просто: слушай, отпишись. И вообще, я вот про этот ярославский колхоз на выгуле слышать больше не хочу. Да? Потому что я там как-то что-то ему говорила. Говорю, вообще, отпишись просто. И я действительно потом в какой-то момент поняла, что нужно срочно отписываться, потому что это реально, во-первых, ярославский колхоз на выгуле. Сейчас поговорим на эту тему, почему. Но с другой стороны, это еще мощнейшая атака вот этим грандиозным эго, у которого все всегда идеально, все всегда заебись, зашибись, все всегда самое прекрасное, самое лучшее, самое великолепное, самое зефирное, самое-самое-самое-самое-самое охуительное. Вот знаете, вот просто все самое лучшее. Ой, слушайте, это, конечно, прикол. Она же еще любитель Сальвадора Дали, знаете, да? И она хотела или хочет купить его дом. Что такое дом Сальвадора Дали? Вы заходите в этот дом, и вы окружены вагинами Галы. Или Галы, неважно. Боже мой, это такая, конечно, метафора классная, потому что, ну, понимаете, как вот человек, который хочет купить дом, где ты заходишь, там какие-то химеры, какие-то там ящеры, что-то вот такое химерное на тебя направлено, и вагины Галы. Галочки, да, Сальвадора. Ты окружен вагинами. И женщина, владеющая этим домом, да, окружена вагиночками. В этом есть что-то интересненькое. Короче говоря, в чем здесь секрет этого грандиозного «я»? Как я уже сказала, вот это все всегда хорошо. Самый лучший муж, самые лучшие дети, самый лучший автомобиль, самый лучший отдых, все самые лучшие друзья. У нее все всегда хорошо, все самое лучшее. Если вы посмотрите Инстаграм и просто пролистаете посты, вы просто увидите, как явно это грандиозное эго проявляется. Потому что, грандиозное эго – это термин, в том числе Карен Хорни, это очень известный такой концепт в психоаналитической литературе и психоаналитических концепциях. И это мощнейшая структура. Я бы уже ее отнесла, наверное, к пограничному уровню. Но она слишком хорошо социально адаптирована, чтобы ее к пограничникам отнести. Хотя среди пограничников есть потрясающие социально адаптированные люди, потому что там серьезное, грандиозное «я», и с ним
Не знаю, она с ним работает или нет. По-моему, оно только усиливается и укрепляется. И так забавно, смешно. Одно из последних моментов, она забеременела, да, классно, то есть поздравляем, да, все прекрасно. Но подписчики там у нее же сидят, вот эти вот все невротизирующиеся люди, которые переживают. И они переживают за вот это вот грандиозное я. Неужели у нее так все охренительно, охуительно? Вот неужели у нее даже токсикоза нет? И пишут, конечно же, вопрос: ну, Леночка, как ты себя чувствуешь? А не мучает ли тебя токсикоз? И слышите ответ, знаете, какой? Друзья, я вообще, у меня сколько, много детей, я вообще не знаю, что такое токсикоз. То есть вообще не знаю, что это такое, понимаете? И что думает человек на том конце провода, да? Ее даже токсикоз беременных ее не берет, понимаете? Потрясающе. Как она еще невротизирует людей? Потому что я прошла все ее тренинги. Опять же, как хороший конспект, повторюсь, рекомендос. Но у вас должна быть четкая такая психически внутри устойчивая позиция, что вы просто берете свое и отсоединяетесь от ее эгрегора. Потому что если вы становитесь блинчиком, да, как, ну это вообще, это упаси вас Господь стать блинчиком. То есть я когда вот это слышу, мои блинчики, елки-палки, я понимаю, там буддисты, христиане, но это Будда, это Иисус, да, это личности, а здесь пограничник или невротик, да, блиновская. И ты становишься блинчиком. Простите, это что? Пожалуйста, не становитесь блинчиком, да? То есть вы взяли все, что хотели там на этих тренингах, на этих программах, взяли все и отсоединились от эгрегора ее. Хотите, отписались от нее, хотите, не знаю, поглядывайте за ней, но вот вы не вовлекаетесь в вот эту сцену грандиозного эго, не вовлекаетесь вот в эту информационную сущность ее. Потому что это вам будет очень сильно вредить и вас невротизировать. И вот эта растяжка, что есть вот такой совершенно другой мир, он может, с одной стороны, вдохновлять, но поскольку вот эта вот невротическая структура на том конце провода, вы понимаете, да, а может быть даже пограничная с грандиозным эго, все это работает, с одной стороны, как может быть вдохновение, но она позиционирует, что она таким образом людей вдохновляет, когда показывает всю свою жизнь, да. В принципе, для некоторых людей это может действительно работать как вдохновение, но для многих людей это работает как невротизирующий их механизм, как механизм, который вгоняет их в какое-то недовольство собой, в какую-то тревогу, в депрессивные нотки, в неуверенность в себе и вот в эту растяжку, что есть Блиновская, великая, прекрасная, а есть я, маленький блинчик. О, это ужас и кошмар, боже мой. Если вы блинчик, прекращайте, пожалуйста, в срочном порядке прекращайте быть блинчиком. Будьте собой, да? Любите себя, любите свои маленькие достижения, любите свои маленькие квартиры, любите себя. И потом, если у вас вдруг нет голубого Бентли с красным салоном, это, может быть, не говорит о том, что вы неудачник, а может быть, это говорит просто о том, что у вас присутствует вкус. Не знаю, что можно безвкуснее придумать, чем голубой Бентли с красным салоном. Ну, это такая распальцовка, да? Или она там хвасталась какой-то предыдущей машиной. Это вообще распальцовка распальцовок. X6, BMW X6. Машина вот типичных мажоров, да? С отсутствием вкуса. При этом красная BMW X6 белым. Ну вот включайте мозги, включайте свою систему относительности и смотрите на все трезво. Да, конспекты у нее отличные. Берите, пользуйтесь. Но от эгрегора, пожалуйста, отсоединяйтесь. Потому что вот это грандиозное «я» не всякий человек может выдержать. И, кстати, еще как там проявляется это грандиозное «я» у нее с дружбой. Да? У нее же там все друзья вокруг нее тусят. Если она куда-то едет, у нее там друзья все кагалом за ней, значит, едут. Вот мне интересно, знаете, вот мои друзья, чтобы вот так вот за мной друзья в каждый мой отдых ездили, вот я думаю, что у моих друзей, что ли, своей личной жизни нет. Вот почему они должны со мной в каждый отдых своими семьями ездить, там со своими мужьями, детьми, что у них других планов, что ли, по жизни нет. А она все выстроила вокруг себя так, что у нее все, значит, друзья. Ну, грандиозное эго, оно же должно быть всегда на сцене. Если праздник, то в моем доме все ко мне пришли, я несколько раз переоделась, да? Рубрика жанра этого грандиозного эго. Вот. И то же самое с этими поездками, все друзья вокруг нее. Боже, какие у нее красивые подруги. Я вот думаю, почему эта подруга, у нее есть очень такая симпатичная одна подруга, просто богиня, блондин. Почему она настраивает ей Инстаграм-эфир?
Почему она сама не ведет? Почему она в тени этой девушки? Она, кстати, тоже выиграла какой-то там конкурс красоты. Это бред, про эти конкурсы красоты, потому что их выигрывают такие интересные девушки, конечно. А почему-то красивые девушки не идут на конкурсы красоты, да? Вот. И рядом с ней вот эта ее подруга-богиня, и почему-то эта подруга-богиня в ее тени. Почему? И вот эти друзья. То есть она из своих друзей сделала кого, друзья? Свиту. Свою свиту. То есть, если я еду на отдых, моя свита, значит, должна вся попереться со мной. Что людей, что ли, в своей жизни нет. Для меня загадка. Для меня это загадка. А вот что требует грандиозное «я». Свиты, внимание, славы. Невротические потребности, друзья. 10 невротических потребностей. Пожалуйста, не становитесь блинчиками, я вас умоляю. Цените себя, цените свои успехи, цените истинные человеческие ценности, раскрывайте глаза на все, учитесь у всех. Слушайте ее конспекты. За 4000 хороший конспект по технологии воплощения своих желаний вполне достойная. Ну, пожалуйста, вот могу вам даже рекламу сделать. Можно. Но от эгрегора отсоединяйтесь. Я вас умоляю. Пожалуйста. Еще там был момент у нее в практике по отношениям, там у нее тренинг по отношениям, она такая, как она вселяет вот эти вирусы, просто на примере вам покажу. Вот ее слушают разные люди, которые пришли на тренинг по отношениям. То есть явно у них там может быть разлад какой-то в отношениях. Она говорит, у меня все зашибись, у меня единственный муж, он мне не изменяет, я ему не изменяю. Ну а кто там со свечкой стоял, кто знает. У нас все так вообще задолбишься, просто вот все замечательно, так розово прекрасно. И потом рассказывает пример какого-то психолога. Опять же, взяла другого человека и его обесценила. И вот я увидела этого психолога. Какая она умная, какая она замечательная. Где-то она там учится. И вот потом я узнала, что она, оказывается, разведена. И она, оказывается, у нее там воспитывает ребенка от другого брака, значит, своего мужа. Представляете? Это же как непрофессионально. То есть она взяла человека, описала, обесценила, сравнила себя с ней, что вот у меня так замечательно, просто великолепно, задолбись как. А вот есть люди, которые вроде как психологи, вроде как замечательные, но они в разводе были, значит, они бракованные. И люди, которые слушают, представляете, люди, которые слушают вот этот тренинг по отношениям, сразу так на себя это примеряют. Я была в разводе. Я что, тоже бракованная? Судя по тому, что говорит моя великая прекрасная Белиновская, я тоже бракованная. И моя жизнь бракованная. Да? Или вот этот момент в ее инстаграме, когда она исполняет желание. Да? Еще отвлечемся. Смотрите, вот, друзья, многие блогеры дарят подарки. И лишь Блиновская делает что? Загадывайте желание, я буду исполнять. Не подарки вам дарю, не розыгрыш какой-то, не там случай будет. Я буду решать, кому я подарю подарок, а кому нет. Вернее, не так. Кого я желание я исполню, я фея. Грандиозная я тут так и пахнет. Я фея. Вот кого желание я исполню, это я решаю. Вот тому и будет счастье. А кого-то не исполню. Загадывайте желание. Вот у нее такие посты. Каждый месяц у нее пост «Я исполняю». Я ваша фея, я исполняю. Здравствуйте, я ваше грандиозное эго. Вот, дорогие друзья, по-моему, все, что хотела вам сказать. Вот, поэтому будьте собой, любите себя, не подвязывайтесь ни под чей эгрегор, не становитесь блинчиками, фрейдистами, аэропетистами, да, у меня фамилия Аэропетова, сейчас поможем. Ничьими не становитесь, будьте своими, будьте собой. Берите у всех знания, берите у всех программы, берите их конспекты качественные, бухгалтерские, но отсоединяйтесь от этого эгрегора, не присоединяйтесь к нему, ни в коем случае. Да? Сохраняйте себя, свои ценности, свой взгляд на мир, и единственный ваш советник – это либо Бог, либо смерть. Потому что когда вы советуетесь с этими экзистенциями, да, все становится правдой. Вот. Люблю вас, обнимаю, дорогие мои. До скорой встречи. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Инстаграм, приходите ко мне на личные консультации, приходите ко мне на программы, проверяйте полезные ссылки в описании к этому видео. Я с вами прощаюсь ровно до следующего выпуска. Не теряйтесь. Пока-пока.